Путин готов к встрече с Зеленским. Официальный ответ Москвы Киеву после предложения Банковой. Где и когда могут пройти переговоры? Условия. Массированный залп российскими кинжалами до 2 десятков за один удар. Украина впервые публикует данные. Гиперзвуковой пролет вблизи 2 АЭС. Ракетоносец России перехвачен. F-16 пошли на сближение. Детали операции. Атака на французских военных. Вторая потеря за неделю после налета на колонну военной техники. Обращение Макрона. Жуткое столкновение F-15 в небе. 1 в обмен на 10. Украинскому бизнесу предлагают приводить людей на фронт. Российские дезертиры кошмарят РФ. Рост преступности. Россиян призвали к бунту с кастрюлями. Обращение к Путину, а также официальное признание. Требование не покидать дома. Тяжелое загрязнение из-за ситуации в Туапсе. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Второй удар для армии Франции. Париж теряет солдат. Заявление о еще одной потере после атаки на французских военных. С заявлением выступил Макрон. Капрал Анисе Жерарден, тяжело раненый в Ливане, был эвакуирован во Францию, однако медики не смогли его спасти. Он стал второй жертвой после того, как колонна военной техники попала в засаду Хизбаллы. 23 апреля страна будет прощаться с первым убитым военным Флорианом Монторио, который был расстрелян в упор в той же засаде. Одна атака, 2 погибших, заявляет Франция. В заявлении Макрона говорится следующее. Он погиб за Францию. Нация, которая завтра отдаст дань памяти старшему уоррент-офицеру Флориану Монторио, смертельно раненому в той же засаде, с глубокой скорбью чтит память капрала Анисе Жерардена и его жертву. Она также выражает свои самые искренние мысли и глубокое сострадание его семье, его близким, а также семьям других раненых. Она отдает должное образцовому служению наших вооруженных сил в составе временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане, которые с мужеством и решимостью действуют во имя Франции и мира в Ливане. Напомню, французские миротворцы попали в засаду на прошлой неделе. Париж уточняет, что военные выполняли задачу по расчистке дороги к изолированному посту ООН в Ливане. Франция и миссия ООН считают, что к нападению причастна Хизбалла, однако сама Хизбалла это отрицает. Трамп намекает на новый раунд переговоров с Ираном уже в ближайшие дни. По его словам, хорошие новости могут появиться уже к пятнице, 24 апреля, если Тегеран, наконец, выработает единую позицию. Об этом он заявил в интервью Нью-Йорк Пост меньше, чем через сутки после того, как переговоры с Тегераном были сорваны, и Трамп вновь в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня. При этом США сохраняют давление. Морская блокада остается, а военное присутствие в регионе только усиливается, напоминает издание. Иран при этом уже ответил. В Тегеране же заявили, что полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается морской блокадой и захватом мировой экономики в заложники, а также если будет остановлена, далее цитата, «сионистская милитаристская агрессия на всех фронтах». Спикер иранского парламента Галибаф добавил в сети X, что открытие Ормузского пролива на данный момент невозможно, пока существует нарушение перемирия. В то же время израильское издание Юнет пишет, США сообщили Израилю, что режим прекращения огня с Ираном продлен до воскресенья 26 апреля. В Белом доме это отрицают. Дружественные и недружественные. Список хороших и плохих стран начали составлять в Белом доме. Пересчитают всех. Трамп готовит меры против союзников по НАТО, не поддержавших его в конфликте с Ираном. Издание «Политика» сообщило, что над этой инициативой работают в преддверии визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон в этом месяце. В материале пишут, что образцовым союзникам обещают преференции, остальным – последствия. Среди возможных мер – это перераспределение американских войск и военных контрактов. В числе потенциальных выгодополучателей – Польша и страны Балтии. Идея вызывает уже критику в Конгрессе, там предупреждают о риске ослабления альянса, пишет «Политика». Это очередное свидетельство того, что Трамп намерен воплотить свои угрозы в отношении союзников, которые не следуют его требованиям. Это также еще одна точка давления на все более ослабленный альянс, который уже подвергся ударам со стороны Трампа, от его стремления аннексировать Гренландию до предупреждения о полном выходе из НАТО.
Главный враг определен. Для немцев это Россия. Война больше не имеет границ. В Берлине представили новую концепцию военной обороны. Детали засекречены, но министр обороны Борис Писториус заявил, главная угроза – Россия под руководством Путина. В Германии объявлен курс на создание самой сильной армии в Европе. Достичь цели должны в 1939 году, то есть через 13 лет. В документе говорится, что Москва создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО и уже сейчас ведет против них гибридные операции. Поэтому Германия должна быть готовой. Цитирую. Как крупнейшая экономика Европы и крупнейший союзник без собственных ядерных сил, Германия несет особую ответственность. Речь идет о поддержке союзников, обеспечении надежного сдерживания в отношении России и защите НАТО. Новая стратегическая ситуация требует от Бундесвера взять на себя дополнительные обязательства по обороне Европы. Одним из наглядных примеров является постоянное размещение боевой бригады у союзников в Литве. Предстоящая возможная война по замыслу авторов стратегии будет вестись одновременно средствами прошлого и будущего. Высокие технологии, квантовые вычисления и робототехника будут применяться наряду с дешевыми дронами. Наша амбиция, и она должна быть таковой, это, как заявил федеральный канцлер и как заявляю я сам, стать самой сильной конвенциональной армией Европы. Наращивание военной составляющей, естественно, будет сопровождаться наращиванием гражданской. Гражданская часть будет расти прежде всего там, где она напрямую, непосредственно и эффективно поддерживает войска, то есть близко к войскам или внутри них. Массированный залп российскими кинжалами. Украина опубликовала информацию, о которой ранее не было известно. Генпрокурор страны Кравченко в преддверии 40-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС заявляет, что за время войны у атомных объектов Украины зафиксированы десятки пролетов российских ракет, в том числе 35 гиперзвуковых кинжалов. По данным Киева, 18 из них прошли рядом с Чернобылем и Хмельницкой АЭС в одном полете на расстоянии около 20 километров. Об этом пишет Рейтер. С 2024 года дополнительно зафиксировано как минимум 92 дрона, прошедших в 5 километрах от чернобыльского саркофага. Украина прямо обвиняет Россию. Такие траектории – это запугивание и террор, а не военная необходимость. Москва настаивает на обратном. Удары наносятся только по военным целям, а атаки на ядерную инфраструктуру отрицаются. МАГАТЭ при этом бьет тревогу. Военная активность у АЭС и удары по энергосистеме создают реальные риски ядерной аварии, говорится в материале. В 3 отдельных случаях, по словам Кравченко, ракеты «Кинжал» падали на землю во время полета и приземлялись в пределах примерно 10 километров от Хмельницкой атомной электростанции. Причины падения остаются неясными, однако, по его словам, обломки не содержали признаков того, что ракеты были перехвачены. Тем временем Зеленский снова бьет тревогу. Запасы ракет для систем ПВО могут иссякнуть в любой момент. Отвечая на вопрос журналистки программы Бёйтенхоф о сроках, идет ли речь о неделях или месяцах до полного истощения, он заявил, что все зависит от интенсивности российских атак. Цитирую. Поэтому, когда мы говорим о том, сколько нам нужно, достаточно ли этого, или когда вы спрашиваете, идет ли речь о неделях, это может закончиться в любую неделю, потому что все зависит от того, будет ли массированная атака или не такая массированная, будут ли атаки каждый день или атаки днем, ночью и утром, как, например, этой ночью. На фоне этого Киев накануне вновь заявил, что обратился к Турции и к другим столицам с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского для завершения войны. Украина готова к этой встрече где угодно, кроме Москвы и Минска, уверяют в МИД Украины. На эти заявления отреагировала Москва. Путин готов к встрече с Зеленским, признался Песков. Кремль при этом озвучил свои условия. Главное целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренность.
Военная авиация НАТО пошла на перехват российских ракетоносцев, истребителей и самолета-разведчика. Об этом говорится в официальном заявлении Альянса. Румынские военные в Литве впервые были подняты по тревоге и перехватили российский самолет-разведчик Ил-20М. Накануне к ним подключились французские истребители. Вместе они перехватили сразу несколько российских самолетов. От разведчиков до бомбардировщиков Ту-22М3. В Альянсе заявляют, это напряженные дни для миссии воздушного патрулирования НАТО. Вчера французские истребители «Рафаль» и румынские F-16 перехватили несколько российских самолетов, разведывательных, бомбардировщиков и истребителей. Россия при этом заявляет, что ракетоносцы выполнили плановый полет и над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 4 часов. В сообщении также говорится о поднятии истребителей иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Жуткое столкновение F-15 в небе, тяжелый удар для военной авиации, громкий авиаинцидент в небе над Южной Кореей. 2 истребителя ВВС страны сблизились и врезались друг в друга во время полета над Тегу. Причина – фото и видеосъемка на память. Один из пилотов решил сделать несколько снимков и роликов о последнем вылете, а второй экипаж начал записывать видео. Чтобы попасть в кадр, ведомый истребитель резко поднял самолет и перевернул его, опасно сократив дистанцию между машинами. Попытка ведущего истребителя уйти вниз не спасла ситуацию. Произошел удар, повредивший крыло одного самолета и хвост другого. Пилоты выжили, а ремонт самолетов обошелся примерно в $596 тысяч. При этом пилоты обязали выплатить около $60 тысяч, хотя изначально сумма была намного больше. Но ее снизил суд после того, как пилот подал иск. Теперь точка в деле поставлена, и только сейчас результаты расследования, которое длилось с 2021 года, были опубликованы. 1 в обмен на 10 в Украине предлагают радикально пересмотреть систему бронирования мужчин. За каждого сохраненного сотрудника бизнес должен привести в ряды ВСУ до 10 добровольцев. С такой инициативой выступил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Укрлайв ТВ. Он пояснил, что предприятия смогут удержать ключевых специалистов, если обеспечат рекрутинг нескольких человек. Речь идет о 3, 5 или даже 10 добровольцах, готовых пойти на службу. Среди них могут быть как граждане Украины, так и иностранцы. По замыслу это позволит одновременно сохранить критические кадры и увеличить численность армии. При этом на вопрос о мобилизации полицейских и чиновников Вениславский заявил, что они необходимы для стабильной работы государства. Он также призвал провести проверку всех уже забронированных мужчин. В совокупности набирается около 2 миллионов забронированных, и здесь есть проблема. Я этого не отрицаю. Нужно провести проверку тех, кто действительно имеет ценность для предприятия, а кто использует бронь как возможность уклониться от службы и еще за это платит. Но снова вопрос к правоохранительным органам. Дезертиры выходят из тени. В России фиксируют резкий всплеск тяжких преступлений среди военных, бежавших с фронта. По данным Север Реалии, число дезертиров, обвиненных в убийствах, выросло в 86 раз с начала войны. Только 16 апреля произошло сразу 2 резонансных случая. В Оренбургской области самовольщик открыл огонь по полицейским, и в тот же день в Санкт-Петербурге задержали военного. Он во время этапирования смертельно ранил ножом конвоира. Журналисты выяснили, многие дела дезертиров затягиваются, некоторые приостанавливаются, отдельные обвиняемые снова подписывают контракты и возвращаются на фронт. На фоне этого, по данным асинт-аналитиков, уровень дезертирства в армии России продолжает расти. Процитирую. Север Реалии подсчитали, что с 2022 года по 21 апреля 2026 года в российских военных судах рассматривались дела в отношении 144 человек, которые обвинялись или были осуждены за дезертирство или оставление части, а также совершили убийство. С каждым годом количество дезертиров и самовольщиков, обвиненных в убийствах, росло. В 2022 году был осужден только 1 человек, в 2023 – 6, в 2024 году их количество выросло до 26 человек. Пик пришелся на 2025 год, когда суды рассмотрели дела в отношении 86 человек.
Россиян призвали к бунту. Для этого необходимо взять кастрюли, свистеть и включить музыку погромче. На Путина сыпятся обращения. В этот раз к нему обратилась оппозиционная активистка Екатерина Дунцова, которая ранее хотела стать президентом РФ. Она недовольна отсутствием свободного интернета в России и спрашивает у Кремля, можно ли организовать домашний протест. Также активистка призывает россиян последовать своему примеру и массово писать Путину подобные обращения. Как заявляет Дунцова в своем телеграм-канале, власти в последнее время запрещают фактически любые формы уличного протеста, поэтому она хочет выразить несогласие, не выводя людей на улицы. Вот что она предлагает. Давайте послушаем. Власть дала понять, выходить на улицу нам нельзя. Права на это у нас по сути нет. Если только ты не готов оказаться в тюрьме или подвергнуться насилию. Поэтому мы рассматриваем иную форму – домашний протест. Это когда в определенное время, например, в 8 вечера, всю неделю с понедельника по пятницу люди открывают окна и 10, 20, 30 минут шумят, свистят, дудят, стучат по кастрюлям, включают музыку кто как может. Тяжелое признание в России. В воздухе бензол, ксилол и сажа. Вредные вещества превышают норму в 3 раза. Власти официально признали жуткое загрязнение только на 3-е сутки после начала масштабного пожара в Туапсе. Официально подтверждено, выпал так называемый нефтяной дождь, о котором ранее сообщали местные жители. Специалисты заявляют, что опасные канцерогены в воздухе несут серьезную угрозу для здоровья. Роспотребнадзор призывает россиян не выходить на улицу без необходимости. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также Центрального района. Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания, уточняет Оперштаб. Напомню, на прошлой неделе в Туапсе пожар возникал дважды 16 и 20 апреля. Причина – атака беспилотников. Загорелись объекты нефтеперерабатывающего завода и инфраструктура порта. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое, как всегда, за поддержку. Напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.